Голова Джейсона резко закружилась после того, как его встряхнул громкий хлопок, раздавшийся снаружи. Подозрительно. Он попытался разобраться в неожиданном звуке, учитывая, что их самолет только недавно взлетел. Когда член экипажа ворвался в кабину, сердце Джейсона забилось быстрее, поскольку он продолжал размышлять о том, что могло произойти. Он торопливо взглянул на своего второго пилота с тревожным выражением лица, поскольку устрашающая стая птиц, казалось, бесплодно гонялась за ними и непрерывно клевала самолет. Их настойчивость была поистине поразительна. Джейсон пытался отогнать птиц, соблюдая особую осторожность, так как попадание хотя бы в один из двигателей могло подвергнуть их опасности. Его сердце колотилось, когда он маневрировал вокруг птиц, обеспечивая покой в самолете и обеспечивая их безопасный полет. Он знал, что это был вопрос жизни и смерти. Любая птица, столкнувшаяся с самолетом, могла привести к падению всего самолета. К сожалению, ему не везло. Казалось, что чем сильнее он пытался согнать птиц с самолета, тем агрессивнее они становились. Он понятия не имел, что заставляло их вести себя так враждебно, но это становилось серьезным препятствием для его прогресса и, казалось, было единственным препятствием на его пути. Он попытался решить проблему, но что бы он ни делал, казалось, ничто не остановит птиц от нападения с непоколебимой агрессией. Пассажиры на борту самолета начали испытывать глубокое чувство страха, не зная, что вызывает внезапные падения и неожиданные повороты самолета. Выглянув в окно, они увидели нервирующую сцену. Это выглядело так, как будто они перенеслись в фильм Хичкока, где большая стая птиц затопляла небо, драматически заявляя о своем присутствии. Несмотря на то, что это было уникальное зрелище, пассажиры не могли не испытывать паранойю по поводу своего затруднительного положения, не в силах определить, почему их путешествие было прервано так внезапно. Джейсон понял, что ситуация ужасна, когда набрался смелости и объяснил пассажирам, что причин для беспокойства нет. Он просто не знал, что заставляет птиц вести себя так странно и как заставить их остановиться. Несмотря на свою неуверенность, он сохранял уверенность в себе, усердно работая над тем, чтобы все были в безопасности. Джейсон знал, что ему нужно обратиться к диспетчеру полетов, чтобы выяснить, какие у него есть варианты, которые, как он чувствовал, быстро сокращались. Потому что птицы подлетали так близко, что казалось, только вопрос времени, когда они действительно могут столкнуться с самолетом. По мере того, как количество птиц начало увеличиваться, они также стали громче и устрашающе приближаться. Но как бы он ни пытался связаться с людьми из управления полетами, ему это никак не удавалось. Он застрял в опасной ситуации, когда группа диких птиц с каждой минутой становилась все более и более агрессивной. Пассажиры самолета были ошеломлены зрелищем, отражающимся в их окнах. Тысячи птиц затуманили вид, погрузив их в кромешную тьму и создав напряженную атмосферу. То, что должно было быть спокойным полетом, превратилось в жуткий опыт, когда все глаза были прикованы к освещенным окнам, пытаясь мельком увидеть внешний мир. Не было выхода из ошеломляющего ощущения, и пассажиры были окутаны сверхъестественным присутствием. Путешественники были полны страха и смятения, некоторые даже всхлипнули. Джейсону пришлось действовать быстро. Он был в гонке со временем, и ему нужно было учитывать каждое мгновение. Путешественники были в состоянии паники, некоторые проливали слезы страха и отчаяния. С поспешностью и настойчивостью Джейсон действовал, чтобы у путешественников больше не было страха или беспокойства. Каждое мгновение было для него драгоценно, и он чувствовал, как все были напуганы. Он должен был убедиться, что его попутчики больше не пострадают. Ставки были высоки, Джейсон должен был удерживать самолет в воздухе, а также не допускать его слишком быстрого подъема, поскольку каждое увеличение высоты могло поставить под угрозу безопасность пассажиров. Ему пришлось выполнить деликатное балансирование, сумев одновременно запугать птиц и обеспечить безопасность тех, кто находится на борту самолета.
Кроме того, самолет начал снижаться из-за большого количества присутствующих птиц. Увидев близлежащее здание, Джейсон почти всхлипнул. Пока они зависали над городом, Джейсон действовал быстро, целенаправленно и безопасно направляя самолет к открытому пространству далеко внизу. К счастью, его мастерство и знания пилота гарантировали, что никому не будет угрожать опасность, когда самолет улетит прочь от мегаполиса. Он понял, что бесполезно пытаться набрать высоту, ему пришлось вернуться в аэропорт и поставить самолет на взлетно-посадочную полосу. Но когда он спрашивал себя, как он собирается это сделать, он чувствовал, что в его уме возникает миллион вопросов. Он знал, что это будет нелегкая задача, однако был полон решимости, должен был быть способ выполнить эту миссию, и он был полон решимости найти его. В конце концов, Джейсону позвонили и сказали развернуть самолет и направиться к ближайшей взлетно-посадочной полосе. Управление полетами приказало им перенаправиться в меньший аэропорт, который был ближе к их текущему местоположению. Недолго думая, Джейсон немедленно развернул самолет и маневрировал как можно быстрее, не подвергая никого опасности. Он отнесся к ситуации с предельной внимательностью и осторожностью. В мгновение ока он смог развернуть самолет, убедившись, что все пассажиры на борту живы и здоровы. Теперь все было по-настоящему опасно, сбив нескольких птиц поворотом самолета, и это, казалось, только еще больше взволновало птиц. Уровень опасности быстро возрастал, и скорость полета, казалось, ускорилась, когда птицы отреагировали. Поскольку птицы продолжали наносить удары по конструкции, в окнах начали появляться крошечные трещины. Ситуация становилась все опаснее. Им нужно было выбраться оттуда. Джейсон вздохнул с облегчением, услышав новость о том, что аварийные службы уже направляются на взлетно-посадочную полосу. Однако он знал, что их прибытие зависит от его способности безопасно направить самолет в указанное место. Имея это в виду, Джейсон понял, что его единственная ответственность заключалась в том, чтобы убедиться, что он сможет добраться до взлетно-посадочной полосы без каких-либо происшествий. Бремя этой ответственности тяготило его, и он знал, что жизни всех на борту были в его руках. Единственная надежда на получение помощи заключалась в том, чтобы выжить в предстоящем опасном путешествии. Джейсон знал, что должен приложить все возможные усилия, чтобы избежать крушения самолета. Однако ситуация стала еще более сложной, когда они приблизились к сельской местности. Джейсон крепко жал руль, когда самолет начал трястись, чувствуя, что пытается уцепиться за хоть какое-то подобие контроля. Окруженный испуганными пассажирами, самолет начал терять высоту, вызывая у них панику, крики и вопли от страха. Наихудший сценарий, который представляли себе многие пассажиры, стал печальной реальностью. Прямо за окном они увидели ревущее пламя из двигателя. Пока самолет продолжал свой полет, пламя было безошибочным признаком того, что на борту не все в порядке. Страх и паника были ощутимы, и пассажиры сидели в шоке, ожидая, что же произойдет. Сердце Джейсона сильно стучало в груди, когда он стоял в напряженной концентрации. Все звуки отошли на задний план, пока он обдумывал свой следующий ход, теперь не было пути назад. Его стратегия начала разворачиваться перед ним, как неуловимый туман, и вскоре он понял, что решительно следует ей, его мысли были ясными и сосредоточенными. Джейсон отчаянно искал решение и долго думал. Он был полон решимости придумать что-нибудь, и его последняя попытка была его единственным выходом. Он глубоко вздохнул, так как это была его последняя попытка, и сделал прыжок веры. Он надеялся, что его идея увенчается успехом, так как это была его единственная надежда на решение этого вопроса. Джейсон столкнулся с неожиданной проблемой – спасательная посадка. Хотя он слышал об этом только в своих учебных симуляциях, у него никогда не было возможности попрактиковаться. Он знал, что это будет отличаться от всего, с чем он сталкивался раньше. Он считал своим долгом следить за тем, чтобы все на корабле были в безопасности, и неукоснительно выполнял свои обязанности.
Он внимательно огляделся и тут кое-что заметил. Он начал двигаться к земле, когда заметил мерцающую лужу воды вдалеке. Он рассчитал, что вполне может совершить посадку в огромном теле жидкости, поэтому он наклонил крылья и начал спуск к нему. Их единственная надежда находилась в таком шатком положении, неровный участок земли казался их единственным шансом на безопасную аварийную посадку. Однако вероятность разрушения самолета при ударе была очень высока. Джейсон был на грани, когда ему удалось скользить самолетом по поверхности воды. Это была далеко не гладкая посадка. Но она спасла Джейсона и самолет от возможного катастрофического конца. Но, несмотря на грубое приземление, этого оказалось достаточно, чтобы удержать самолет в целости и сохранности. Он был сосредоточен на безопасности своего экипажа и попутчиков, когда внезапно раздался хор криков, нарушивший тишину в салоне. Решив не допустить, чтобы что-либо угрожало безопасности его команды и тех, кто был на борту, он быстро сосредоточил свое внимание на происходящем и приготовился предпринять соответствующие действия. Пассажиры кричали от страха, а Джейсон на мгновение замер на месте. У некоторых пассажиров были закрыты глаза, другие лихорадочно смотрели в окна. Каждый человек на борту был полон страха, это была атмосфера ощутимого страха. Несмотря на состояние почти бессознательного состояния второго пилота, помощь Джейсона позволила им сесть в самолет. Между тем бортпроводники с трудом справились с ситуацией. Столкнувшись с неизбежной эвакуацией из своего самолета, Джейсону вместе с остальными пришлось бежать. Несмотря на решительные попытки Джейсона открыть дверь, она была полностью заблокирована. Несмотря на все их усилия, дверь не поддавалась, и группе пришлось искать другой выход, если они собирались сбежать. Несмотря на то, что самолет медленно тонул, они понимали, что у них достаточно времени, чтобы тщательно вытащить всех из самолета. Это был решающий момент, и они использовали каждую секунду в своих интересах, потому что нельзя было терять время. Каждый человек должен был безопасно покинуть самолет. Несмотря на все усилия экипажа успокоить всех пассажиров, некоторые люди по-прежнему были сосредоточены исключительно на собственной безопасности и пытались покинуть самолет до того, как это стало безопасно. Однако эти люди вскоре осознали серьезность своей ошибки и пожалели о своих действиях. Когда первая группа людей вышла из самолета, они оказались под атакой птиц. К счастью, большинству группы удалось избежать основного удара, нырнув в воду, оставив лишь горстку уязвимых для атак птиц. Даже некоторые любопытные птицы осмелились зайти в самолет, но большинство из них отнеслись враждебно, когда заметили вход в багажное отделение. Что может быть внутри? Было ли что-то еще? Джейсон был последним, кто сделал решительный шаг, и как только он это сделал, помощь уже была в пути. Когда все сбежались, береговая охрана уже прибыла в самый последний момент. Они посмотрели в небо и увидели стайку птиц, кружащихся над самолетом. Было невероятно завораживающе наблюдать за их искусным пилотажем, когда он постепенно исчезал из поля зрения, погружаясь в глубины голубых вод внизу. Подъехавшая к месту происшествия береговая охрана обеспечила безопасный выход всех людей из коварной воды. С появлением дополнительных лодок всех удалось спасти от потенциальной опасности. Лицо Джейсона побледнело, когда он повернулся к окну каюты. Удивление и недоверие внезапно нахлынули на него, когда пассажир за пассажиром наклонялись вперед и указывали на разбитые останки злополучного самолета. Он был потрясен, столкнувшись с такой суровой реальностью, никогда не ожидая встретить обломки самолета, когда они парили в небе. Джейсон внимательно наблюдал, как птицы непрерывно летали вокруг самолета, казалось, что они напряженно ищут что-то внутри. Его замешательство сразу же стало очевидным, он задавался вопросом, что задумали эти любопытные существа. Его взгляд был сфокусирован, но озадачен, когда он пытался осмыслить странное зрелище перед собой. Он недоумевал, почему эти птицы ведут себя так беспорядочно. Когда береговая охрана попыталась выйти на контакт, птицы стали еще более бешеными и неуправляемыми.
Он не мог понять, что заставило их стать такими, но, похоже, это не успокаивалось. Птицы были на взводе, когда они начали летать поблизости, было очевидно, что их цель состояла в том, чтобы держать береговую охрану подальше от самолета. Их бдительность была замечательной, они не выказывали никаких признаков колебания, когда расправляли крылья и порхали между береговой охраной и самолетом. Джейсон не мог поверить своим глазам, береговая охрана была крайне упряма. Несмотря на только что сделанные им предупреждения, отважные моряки подплывали все ближе и ближе к самолету. Как только команда прибыла к месту крушения, их встретил очень неприятный сюрприз – стая птиц, напавших на уставших путников. Шок и ужас ситуации были настолько сильными, что у членов экипажа не было другого выбора, кроме как спрыгнуть с лодок и бежать. Стало очевидно, что их безопасность важнее любых других мыслей в их умах. Когда они плыли обратно к другим лодкам, и пассажиры, и бортпроводники были полны замешательства и недоумения. Что могло быть на борту? Что привлекло бы такую яростную и безжалостную атаку птиц, тайна повисла в воздухе, заставляя всех размышлять и удивляться, пока они пробирались к безопасному месту. Птицы снова начали роиться вокруг самолета, их число росло с каждым мгновением. Рабочие на борту с трепетом наблюдали, как птицы образовали почти непроницаемый барьер, их крылья синхронно взмахивали, затемняя небо. Это было зрелище, прекрасное и ужасающее одновременно, и рабочие чувствовали, как их сердца колотятся от волнения и страха. Они просто остались ждать, так как это был явный признак того, что птицы будут напуганы. Таким образом, они попросили дополнительную помощь. Другого выхода, кроме как использовать эту тактику, не было – убедиться, что птицы достаточно напуганы. На этот раз, когда корабли подошли ближе, в окрестности слетелись птицы. Команда, находившаяся снаружи, была быстро окружена огромным скоплением пернатых существ. Как будто миллионы крыльев опустились с неба, чтобы создать мощную ауру вокруг корабля и его команды. К счастью, им удалось быстро проникнуть на территорию, что позволило буксирам приблизиться, поскольку птицы не смогли добраться до капитана. К счастью, Джейсон разработал план. Во время учебы в школе он столкнулся с идеей, что аэропорты отпугивают птиц громкими, устрашающими звуками. Итак, он предложил береговой охране попробовать тот же метод, чтобы избавить свое ближайшее небо от надоедливых птиц. Он прикинул, что, возможно, неистового шума будет достаточно, чтобы прогнать крылатую угрозу и оставить их в покое. Услышав это, береговая охрана предприняла немедленные действия, они громко и настойчиво включили предупредительные звуки из своих громкоговорителей. В одно мгновение произошло нечто примечательное, зрелище, которое загипнотизировало даже самых опытных членов береговой охраны. Громкие взрывные звуки вызвали смятение у птиц. Немедленно заставив их взлететь и покинуть территорию, обезопасив себя от диссонирующей симфонии звука, отступив обратно вглубь леса. Береговая охрана прекрасно понимала, что птицы вернутся, если прекратят полеты сейчас, что побудило их начать свою первую попытку буксировки самолета из воды. Это была смелая миссия, которая потенциально могла определить успех их спасательной операции. Несмотря на возможные риски, мужественный экипаж рванул вперед, решив освободить самолет из водной тюрьмы. Старательные буксиры при содействии береговой охраны привязали свои тросы к самолету. Они тянули самолет с большой силой, и, к счастью, задача была проста. Ко всеобщей радости буксировка самолета прошла гладко. Перед обыском самолета ожидалась небольшая задержка. Однако в этот период неожиданно появилась полиция. Это вызвало настоящий шум, поскольку пассажиры, естественно, были обеспокоены возможными задержками или более длительными расследованиями, хотя полиция оставалась спокойной и собранной. Джейсон был немедленно допрошен полицией, поскольку он командовал самолетом. Он уверял, что полет был вполне обычным и не пытался скрыть какую-либо информацию. Джейсон убедил власти в своей невиновности своим честным и откровенным поведением.
Его объяснение было правдоподобным, и он смог доказать, что у него не было абсолютно никаких причин для подозрений. До сих пор он совершал этот рейс почти каждую неделю без каких-либо проблем и затруднений. Он был несколько удивлен, когда заметил, что птицы слетаются в багажное отделение самолета вскоре после прибытия на место. Это, казалось бы, любопытное поведение на самом деле может быть недостающей частью головоломки, ведущей к разгадке того, что произошло сегодня в этом месте. Вскоре они обнаружили, насколько важны показания пассажиров в отношении рассматриваемого дела, и ответы постепенно разгадывались. Хотя пассажиры самолета были потрясены неожиданным присутствием полиции, они быстро ответили на заданные им вопросы. Каждый должен был перечислить вещи, которые они везли, вместе с содержимым чемоданов. За исключением одного человека, личность которого была установлена полицией, всем остальным было разрешено продолжать свой день в обычном режиме. Однако этого человека выделяли среди остальных, а за его действиями и передвижениями внимательно следила полиция. В отношении этого лица было проведено тщательное расследование, чтобы убедиться, что его действия вне подозрений. Этот конкретный человек предоставил странные и непоследовательные объяснения тому, почему он двигался. Он менял свою историю по мере того, как говорил, из-за чего было трудно поверить во все, что он говорил. Он был уклончив и давал ответы, которые не имели никакого смысла и, как правило, противоречили друг другу. Он явно что-то скрывал, что давало понять, что он что-то задумал. Когда полиция впервые допросила его о его багаже, явно продемонстрировав свои подозрения относительно того, что в нем было, он тут же пожалел, что не промолчал. Тем не менее, офицеры сохраняли бдительность в своем расследовании, обращая пристальное внимание на язык тела мужчины, стремясь понять, были ли его опасения основаны на реальности. Детективы копались в его прошлом, что раскрыло много вопросов. Вскоре стало ясно, что его паспорт был поддельным, что поставило под сомнение его легитимность. Это не сулило ему ничего хорошего и вызвало еще больше вопросов о его прошлом. От него не осталось ничего, кроме отпечатков пальцев. Это было их единственным средством идентификации, поэтому полиция внесла их в базу данных. Наконец, поиск увенчался успехом, давшим ответ, который они искали. Этот человек был только что освобожденным осужденным преступником с запечатанными документами, что оставило правительство в замешательстве относительно того, с чем им приходилось работать. Он только что получил свободу, его прошлое было неизвестно, что делало ситуацию напряженной, поскольку никто не знал, чего ожидать. С законами, окружающими тех, кто отбыл свой срок, и секретами их прошлого, запертыми, неопределенность была ощутимой. Из багажного отделения доносились какие-то странные и сбивающие с толку звуки. Что-то жуткое и тревожное шевелилось в темных щелях грузового отсека. Незнакомое и угрожающее существо скрывалось в тенях, испуская странное и таинственное чувство. Незнакомые звуки вызвали у них двоих чувство беспокойства и страха, которое усиливалось с каждой прошедшей секундой. Когда они осторожно подошли к контрольному источнику звука, они могли легко определить, из каких чемоданов он исходил. Сделав коллективный вдох, они все вместе открыли его. Исследовательская группа осторожно достала чемоданы из самолета, и когда Джейсон подошел поближе и заглянул внутрь, его лицо побледнело. Его встретило зрелище, которое потрясло его до глубины души, заставив волну опасения прокатиться по его телу. Его первоначальное недоверие быстро сменилось глубоким, тревожным страхом, когда он увидел содержимое багажа. Мужчина был пойман с поличным при попытке незаконно везти экзотических птиц. Мужчину и раньше задерживали за контрабанду экзотических животных, но, когда его, наконец, освободили, он, не колеблясь, возобновил свою незаконную деятельность. Поняв это, Джейсон заплакал. Когда экзотические птицы закричали о помощи, они начали атаку на самолет, в результате чего Джейсон, присутствовавший на суде, расплакался от облегчения, поняв, что все в безопасности.